пациента застарелые переломы костей носа, кость подвижна целиком с внутренними фрагментами. Хотелось бы получить подробное описание этих патологий и прошу обратить внимание на переднюю носовую ось. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1981 года рождения, дата исследования 25 ноября 2022 года. В динамике с КТ от 12 ноября 2019 года при анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены. Сохраняется ранее описанный застарелый оскольчатый перелом костей спинки носа, с формированием ложных суставов. Целостность верхней челюсти сохранена. Консолидированный перелом левой скуловой кости и смещением внутрь до 3 мм. Лобные пазухи. Пневматизация и сохранена. Патологических включений в полости пазухи не выявлено. Лобно-этмоидальное соустье проходимое. Правая лобная пазуха гипоплазирована. Воздухоносные клетки решетчатого лабиринта. Пневматизация и сохранена. Патологических включений в полости пазухи не выявлено. Основная пазуха. Пневматизация и сохранена. Патологических включений в полости пазухи не выявлено. Гайморовы пазухи. В правой гайморовой пазухе полип, размером 16 на 13 на 1 мм, ранее 12 на 13 на 14 мм, плотностью до плюс 45 плюс 88 Хаунсфилда. Слева пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Полость носа, слизистая оболочка нижних носовых раковин также гипоплазирована. Носовая перегородка S-образно искривлена. Пневматизация сосцевидных отростков височных костей, с обеих сторон, несколько снижена за счет скопления неоднородного содержимого в наружных ячейках, с обеих сторон. Заключение. КТ-признаки застарелого, неконсолидированного оскольчатого перелома костей спинки носа, консолидированного перелома левой скуловой кости, полипа правой гайморовой пазухи, вазомоторного ринита, хронического двухстороннего мастоидита, гипоплазии правой камеры лобной пазухи, искривление носовой перегородки. В целом КТ-картина без существенной динамики. От КТ 12 ноября 2019 года рекомендована консультация лор-врача. 29 ноября 2022 года. Доцент Котов М. А в заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас качество томограмм хорошее, снимки адекватного качества, но принципиально ничего не изменилось. С такими травмами вам нужно или к лор-врачу, или к челюстно-лицевому хирургу, для решения вопроса о тактике лечения данных переломов. Кроме спинки носа, остальные кости, на данный момент, целы. Есть признаки минимально выраженного двухстороннего хронического мастоидита, воспаления сосцевидных отростков височных костей. Минимальное увеличение размеров полипа, за такой по длительности период, говорит о его доброкачественности.